на канале у Натальи Соболев Израиль. И хотя у меня небольшие проблемы с голосом, я все равно продолжаю вести свой канал. И прошу вас поддержать меня лайком. Несмотря на то, что весна в Израиле короткая, с февраля по апрель по всей стране цветут полевые цветы. Первыми распускаются анимоны и цикламены, а за ними следуют ирисы, орхидеи и другие цветы. В этом году в январе расцвели анимоны. Я напоминаю, я нахожусь в Израиле, в Афуле, Гиват-а-Море. Вот такая красота у нас здесь на лугу. Сегодня 21 января, и все цветет. Температура 21 градус. Есть маленький легкий ветерок. Опылителями израильских цветов являются птицы, пчелы, жуки и некоторые насекомые. Ну, конечно, бабочки. Цветы, которые зависят от опыления птицами, обычно не имеют запаха. Птицы не чувствуют запах, но они имеют склонность к красному цвету. Поэтому все типичные цветы с красным цветом опыляются птицами. Птицами и жуками. В отличие от птиц, большинство насекомых не могут видеть красный цвет, за исключением жуков, которые обычно и опыляют полевые цветы, такие как анимоны, цикламены, мак и другие. Такие цветы, как лютики, все они имеют одинаковую форму: красный цвет, черный центр. Эти цветы похожи на открытую чашу, и это позволяет жукам садиться на лепестки цветов и легко достигать центра, где находится пыльца. Жуки переносят пыльцу, покрывающую их тела, перепрыгивая с цветка на другой цветок. А вот еще один сюрприз. Пчеловоды поставили улики уже. Но, видно, я подошла очень близко. Вон, видите? За мной из машины наблюдают. Все, я отхожу, понимаю. Частная собственность охраняется законом. Сегодня на прогулке я заметила очень большой цветок – кактуса. Вы представляете, вы когда-нибудь видели цветок 5 метров? Ну, это целое дерево. А сейчас, мои дорогие, прежде чем перейти к викторине «Кто первый» и загадать вам загадку, я хочу ответить на ваши вопросы. Меня просят показать, как растет авокадо из косточки, которую я посадила. Вот так в горшке растет авокадо, мы не заносим его домой, даже когда идут дожди, ливни, оно растет и стоит на улице. А вот и тюльпанчики, которые распустились в январе. А сейчас выполняю вторую просьбу. Попросили показать надпись «Марина» на оригинальном подарке. Это из одной загадки моего видео. В одну сторону надпись «Я люблю тебя», а в другую слово «Марина».
Прошу внимания! Сейчас викторина «Кто первый?». Вы должны будете отгадать, как называется вот эта трубочка. В конце видео я покажу, как используется этот предмет. Вы не переключайтесь, оставайтесь на моем канале. Мы отгадываем, как называется эта трубочка. Кто отгадает загадку, того я посмотрю 5 видео подряд. Все ответы пишите в комментарии под видео. А сейчас, мои дорогие, я хочу сказать 2 слова о подписках. С телефона на открытых каналах нельзя увидеть, на кого я подписана. Там только 100 человек. Я подписана на 3000 человек и больше. Поэтому это можно посмотреть только в компьютере, в творческой студии. Конечно, просмотры важнее, чем подписки. Но все-таки я прошу вас, откройте свои каналы. Очень трудно стучаться в закрытую дверь. Как открыть свои каналы? У меня даже есть видео. Называется «Откройте каналы». Для кого не важны подписки, можете закрыть каналы. Тот, кто уже набрал большое количество подписчиков. Потому что отвечать на комментарии, конечно, очень тяжело. И получать уведомления от всех, и надо просмотры делать. Конечно, это большая работа. Но я прошу, для меня это важно. Открыть своих подписчиков. Большое вам спасибо, что вы заходите ко мне, делайте подписки и пишите комментарии. Я всем отвечу. Конечно, я не всем успеваю сразу ответить, но я обязательно отвечу. Рассказывай, как делать. Сколько ложек? 3 четверти стакана. Тикри. Шняха, это не вверх. А много идет. А? Много идет. Не, это просто коробка. Супы, чтобы вытрясти. Понятно. Так делают, да, Марина? Угу. Руками. Потом берется специальная трубочка. Так. Трубочка. Так. С таким вот концом. Угу. Не сломается она? Нет. Так вот всовывается. Угу. Теперь льется вода. Вода льется только там, где трубочка. Горячая вода? Теплая. Тепленькая. Не совсем горячая. 70% примерно. Только там, где на трубочку льется вода. 70 градусов вода, да? Потому что горячее ты не сможешь пить, а холоднее это невкусно. Наливается чуть-чуть. Ой, видишь, это плохо сейчас. Не надо, чтобы все было намочено. Она постепенно будет чуть-чуть наливается, пьется. Не-не, я не снимаю тебя, я вырежу сразу. Ну, поставь сюда, вот сюда поставь и тащи. Когда запиваешь, доливаешь еще чуть-чуть. И все. Еще надо доливать, да, второй раз? Да, каждый раз по чуть-чуть наливается. Кто тебя научил этому? В Аргентине? Да. Кто тебя научил, Марин? Ну, мама, ну... Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи!